Итак, ребят, всем привет, с вами Макс, канал Red Group, я рад вас приветствовать в новом большом видео на нашем канале. И сегодня мы разберем много чего интересного, а именно будет полный курс по TypeScript. Итак, в этом видео вы узнаете, как компилировать TypeScript, как вообще он работает, как настраивать файл конфига, разберем базовые типы, разберем объекты, массивы, кортежи, типизацию функций, классы, типы, интерфейсы, сравнение типов и интерфейсов, enum, утверждения, различные утилиты типов по типу omit, pick, partial и так далее. Декораторы, также разберем расширенные типы, немного коснемся React и TypeScript, и в конце я отвечу на самый популярный вопрос, который писали мне подписчики касаемо TypeScript в нашу форму, которую я оставлял в Телеграме и на Ютубе. Также, ребят, напоминаю, у нас в Телеграме стартанул большой розыгрыш в честь того, что я проиграл свой челлендж, который себе ставил. Я не смог переписать платформу за 2 месяца на новый стек, нашу образовательную платформу, поэтому я вынужден принять поражение, да, и разыграть то, что обещал разыграть, а именно 10 премиум подписок разыграть среди всех, кто подписан на Телеграм-канал. Ссылка в описании, переходите, нажимаете одну кнопку, и вы участвуете в розыгрыше. Шанс выиграть очень большой, потому что целых 10 призовых мест по 1 месяцу подписки. Участвуйте, ссылка в описании. И еще, ребят, перед началом видео хотел вам сообщить о том, что, честно говоря, немного подустал я делать полный курс, в том плане, что это невероятно тяжело, это невероятное усилие как меня, так и моей команды. Мы стараемся ради вас, да, делаем крутой контент касаемо полного курса по Redux был на канале, все ссылки будут в описании, полный курс по React, полный курс по Next.js, и все это круто. И вот сейчас будет полный курс по TypeScript. Все бы ничего, я бы делал дальше и по React Query и так далее, но просмотр, ребят, меня не радует, то есть это не окупается, наши усилия не окупаются, поэтому давайте сделаем такое интересное условие для вас. Если мы набираем 2000 лайков под этим роликом, это вполне реально, TypeScript очень широкая тема, ролик, я уверен, залетит, если вы прожмете лайки и напишите комментарий, а также прожмете колокольчик и подписку на канал. Набираем 2000 лайков, и мы продолжаем эту рубрику, и я сниму еще как минимум 2 полных курса. Скорее всего, следующий полный курс будет это React Query и, возможно, какой-нибудь React Hook Form, а может быть что-нибудь другое. Все, опять же, все идеи пишите в комментариях, а может быть по Vue вообще сделаем, да, потому что вьюшку давно хотели, я проиграл челлендж, там тоже было такое задание сделать по Vue что-нибудь. Суть в том, ребят, что ставьте лайки, 2000 лайков, и мы тогда стартуем делать новые полные, большие, полномасштабные курсы, которые вас точно удовлетворят, и вы от них получите невероятное удовольствие. В этом видео, ребят, я постараюсь, как обычно, своими словами, как будто вот я ваш друг, рядом с вами сижу и рассказываю вам полезную информацию, полезную практику, собственно, и поэтому я могу ошибаться в теории, сразу говорю, могу ошибаться в терминах, это не тема моего канала, и мне это не интересно особо, да, я не хочу это изучать, мне это не интересно, поэтому моя задача вам донести огромное количество практики. У нас на канале можете посмотреть большие проекты, это YouTube 2.0, это Amazon 2.0, на сайте интенсивы есть и так далее, да, вот, поэтому для меня теория сложно дается, на самом деле, и мне она не нравится, вот, поэтому я могу ошибаться в каких-то терминах, можете поправить меня в комментариях, но, опять же, если это будет конструктивная критика, так что будьте внимательны, ребят. Вот, касаемо TypeScript, смотрите, что такое TypeScript в моем понимании? Собственно, это по факту язык программирования, который расширяет JavaScript, да, и добавляет в него типизацию. Если мы возьмем любой язык программирования, будь то C#, C++ и так далее, все языки программирования такие более крупные, ну, типа Java и так далее, да, то есть там везде есть типизация, то есть вы везде описываете интерфейсы, типы, ну, я могу ошибаться в языках, да, ну, не суть, вы везде описываете типизацию, вы всегда понимаете, что у вас лежит в переменных. JavaScript изначально не был для этого создан, изначально это был язык просто там для добавления клика по кнопке, для какой-то цветов, смены цветов на сайте и так далее, всякие такие нюансы были, вот, но потом JavaScript начал расширяться, да, и его нужно было применять уже в более больших проектах, да, как в текущее время, в принципе, и писать большие проекты без типизации, но это прям сложно. Это либо покрывать все тестами, что тоже желательно делать даже с TypeScript, но при этом вы все равно не получаете типизацию на этапе разработки. То есть как работает TypeScript? Вы на этапе разработки, то есть не в браузере, да, когда уже код скомпилировался, получаете ошибку, да, а именно на этапе разработки, когда вы пишете, допустим, там вот как здесь пример, да, то есть вы пишете username, а name на самом деле нет у нас, и у нас четко появляется ошибка, чувак, у тебя нету нейма, да, или, допустим, у нас там задана строка, а мы пытаемся записать то число и так далее. Примеров невероятно много. Опять же, этот курс, он не прям совсем для чайников, вы должны знать JavaScript, понятное дело, да, если не знаете, то сначала подучите его. Скоро у нас на сайте будет шикарный большой интенсив, где мы напишем, по секрету вам скажу, первый раз это объявляю, банковское приложение, ребят, это будет разнос лютый, но об этом чуть позже. Так что вот, ребят, я не представляю, честно, как можно писать большие приложения без TypeScript, для меня это невозможно, в принципе. Опять же, можно покрывать все тестами, это какая-то прям боль. Вот я сейчас писал интенсив по JavaScript, по чистому, да, и я там вынужден был не использовать TypeScript, потому что это прям для новичков интенсив новый, но, блин, ребят, там как же сложно все было, то есть ты не знаешь, вот что у тебя должна принимать переменная, что должен принимать класс, допустим, конструктор и так далее. Сегодня мы с вами все это разберем. Итак, для начала, чтобы установить TypeScript вам в проект, ну не в проект, а в целом, да, куда угодно, давайте поставим его глобально. Значит, npm install -g, то есть global TypeScript. Добавился один пакет. Создам папку на рабочем столе.
и открою VS Code. Полная настройка VS Code есть на нашем канале, ссылку оставлю в описании. Итак, давайте для примера, смотрите, опять же, мы компилировать ничего не будем, ребят, по той причине, что в этом нет никакого абсолютно смысла. То есть TypeScript работает на этапе разработки. Компилировать на данный момент в обучающем курсе не надо, но я в начале этого курса покажу просто, как работает компиляция, как мы сейчас компилируем файл TS в файл JS. Создадим файлик, я его назову main.ts. Сильно, ребят, приближать сегодня не буду я, потому что многие жалуются, что было слишком близко в предыдущем ролике, поэтому, если что, на телефонах, я думаю, будет видно, ну, либо вы сами приблизите. Допустим, напишем const name, да, она будет являться стрингой, но это можно не писать, на самом деле, это я сейчас чисто ради примера делаю. Можно, знаете, как сделать? Можно вот так сделать, let, и, допустим, name будет равно max. Поменял, ребят, на first name, потому что ругался VS Code по этому поводу. Вот, и меняем, допустим, на max, да. В этом случае, конечно, я написал полную дичь, потому что зачем нам присваивать стринг, но пока что не запаривайтесь. Нам это не важно. Давайте, собственно, откроем консольку, да, и напишем теперь. Значит, что мы пишем для компиляции? Пишем TypeScript, compile, и указываем сам файлик, main.ts. Нажимаем. Как видим, файл скомпилировался, вот так он теперь выглядит. Вот. Тут на этом примере, конечно, все прям супер просто, да, то есть просто меняется let на var в этом случае, да, и убирается типизация, как бы ничего такого нету. Вот, но в более продвинутых инструментариях, да, в более продвинутом TypeScript там ситуация немножко другая. Вот, ну, а мы, ребят, возвращаемся к нашему VS Code, да, и будем уже, собственно, здесь в режиме. Давайте даже вот так, наверное, пока что приближу все-таки. Думаю, вам все равно будет все нормально видно и понятно. Теперь, ребят, давайте разбирать сам TypeScript. Вот, мы компилить ничего не будем, потому что там в этом нет никакого смысла. Ну, давайте мы начнем с самого такого базового. Это настройка конфига самого. В каждом проекте есть конфиг, и обычно вы его не настраиваете, да, обычно тот же самый React, либо Next.js все делает за вас, и вам ничего делать больше не нужно. Но в целом давайте просто разберем некоторые полезные свойства, чтобы вы понимали вообще, что они значат. Для этого я создам конфиг, TypeScript пишу, дальше init, ts config JSON. Вот он создался, как видите. Давайте разберем, что здесь за интересные поля. Опять же, это нужно чисто для того, чтобы вы просто понимали, что здесь вообще есть. Так, здесь, конечно, много всего лишнего, да, которое можем раскомментировать. Давайте разбирать по очереди. Так, значит, во-первых, target, да, это версия ECMAScript, да, на которую, собственно, будет компилироваться наш TypeScript код. Здесь можно поставить там ES2020, может что угодно поставить. Тут уже как бы дело ваше. У нас, по-моему, уже есть более свежий ES, да, ES last version. Да, у нас 2021 вообще есть, и по идее мы его можем здесь прописать. Вот, кто, ребят, не знает, что такое ECMAScript, я об этом касаться не буду, это тема JavaScript, понятное дело, да, то есть, но мы здесь можем это прочитать, то есть, как написано в Википедии. Расширяемый не имеющий средств вывода язык программирования используется в качестве основы для построения других скриптовых языков. Вот, то есть, JavaScript компилируется в итоге с помощью ECMAScript. Как вы знаете, были всякие там новости, в этом ES пришла такая функция, в этом ES пришла другая функция и так далее, он каждый год, по-моему, обновляется. Короче, вот такая штука. Далее, модуль. Это система модулей, которая будет использоваться, то есть, есть CommonJS, да, а есть еще ESNext. Собственно, CommonJS это значит импорты в формате require, помните? Раньше такие были давно JS, ну и в обычном JavaScript раньше такое было. Теперь все пользуются импортами обычными, да, поэтому мы заменяем здесь на ESNext. Тут можно также посмотреть, еще есть варианты, есть ES2020 и так далее. Вот, я заменю на ESNext. Также есть strict, это жесткий режим, который активирует дополнительную сложную проверку, да, на те же самые типы. Рекомендую всегда его включать. Дальше outdir, да, это папка, в которой будет компилироваться все, то есть мы можем указать папку там build, к примеру, да, туда будет компилироваться и так далее. Дальше root dir, да, то есть это директория, в которой у нас будут лежать сами TypeScript файлы, можно раскомментировать, к примеру, так указать. Я вам это все, ребята, оставлю, в любом случае весь готовый файл, да, который мы сегодня будем разбирать, вы сможете скачать по ссылке в описании в нашем хранилище для тех, у кого есть премиум подписка. Дальше source map, тоже полезная штука, генерирует source map, то есть, как они называются, карта файлы, наверное, да, для лучшего дебагинга, опять же. Вот. Тоже рекомендуется использовать, если вам нужно сделать адекватный дебаг вашего кода. И есть также LUJS, разрешает компиляцию JavaScript файлов. Окей, давайте мы, собственно, уберем все лишнее отсюда. Так, ребят, переходим к разбору базовых типов. Значит, смотрите, const no-name, короче, есть переменная no-name, да, допустим, или, я не знаю, channel, или просто entity пусть будет. Есть какая-то entity условно. Мы не знаем, что это такое за тип интересный. Давайте let я сделаю сначала, let entity. Значит, какие есть базовые типы? Ну, есть базовый тип, это number, да, number это, собственно, число, да, если мы возьмем entity, то мы строку не можем написать, будет ошибка. То есть наводим, видите, сразу пишет нам ошибку, что должна быть строка обязательно. То есть наоборот, должно быть число. Ставим 1, все прекрасно работает. Также есть строка, string, также есть boolean, вот, то есть здесь мы только можем true либо false писать. Также есть object, к объектам вернемся чуть дальше. Есть также undefined, тоже, видите, не будет работать undefined. Также есть null, понятное дело, тоже null, да. Any, это любой, да, ребят, но ни в коем случае его не используется, крайне редко, очень, я не знаю, 1% на миллион, наверное. То есть новички часто его любят использовать, когда не знают, как типизировать. На самом деле, ребят, всегда можете типизировать, смотрите документацию библиотек и так далее. И лучше уж типизировать, чем вообще не типизировать.
инициализировать, поэтому, ну, иначе вы убиваете просто TypeScript полностью. То есть any использовать в крайне редких случаях. Any означает, что вы можете прописать любой тип, который только захотите. Дальше unknown, есть вот также, это неизвестное, да. И void. Да, void это просто пустота. Обычно используется в функциях, когда мы, допустим, возвращаем функцию, и у нее ничего не возвращается. Вот. То есть, к примеру, там, я не знаю, у нас там будет функция, которая просто будет в консольку вводить что-то. Консоль, log, там вот что-то мы вводим условно. Да, эта функция возвращает по факту void, потому что она ничего не возвращает. То есть нет у него реторна. Так, вернемся к объектам. Давайте сделаем объект user. Вот. И это по факту тип object. Вот, тип object. Ну, к объектам еще так никто, конечно, не задает объекты, но мы к ним еще также вернемся чуть попозже. Сейчас как раз к этому перейдем, к типизации объектов. Ребят, ну, а пока что небольшая минутка рекламы, полезного контента и так далее. Ребят, напоминаю, у нас на сайте невероятно выгодная подписка. Самая выгодная подписка в IT-ютубе. Стоимость за 1 месяц 1990 рублей. Это невероятно дешево. Это, я не знаю, это крайне низкие цены. Опять же, да, это модель подписки, когда вы каждый месяц оплачиваете какую-то сумму, в данном случае 2000 рублей, но вы можете легко отключить автосписание в настройках, в этом нет проблем. Ну, короче, мы работаем как Netflix, только в плане образования. Залетайте, покупайте подписку и ежемесячно, еженедельно получаете новый контент. Во-первых, там доступны вам все исходники с каждого видео на нашем ютубе. То есть, что бы мы ни делали, все исходники выкладываются именно для премиум аудитории. Также доступ к шикарным 6 интенсивам. Это, в принципе, основа, это вот тот багаж, который вам позволит стать крутым разработчиком. Кроме этого, важная новость, ребят. Почему важно купить подписку именно сейчас, именно в текущий момент, именно сегодня? Потому что уже на днях выйдет огромный новый интенсив по JavaScript. Это будет просто киллер, я не знаю, фича какая-то, это будет взрыв просто всего, потому что это интенсив будет для начинающих по чистому JavaScript. Это база, которая вам нужна будет для перехода в любой фреймворк, и мы напишем там, как я до этого говорил, банковское приложение. Ребят, пока все другие люди там, школы и так далее, пишут просто какие-то каталоги, там, интернет-магазины, именно, знаете, такие, в кавычках, интернет-магазины, где просто каталог там, условно, идет там товаров каких-то и так далее, то мы с вами в это время разрабатываем, как обычно, новый уровень. Это будет банковское приложение, ребят. Я прям невероятно заряжен, я его сейчас делаю, я так наслаждаюсь. Вы можете кончиками пальцев прикоснуться к нему, вы можете сделать любой фреймворк, это прям невероятная возможность. Я вот сам первый раз за последние там 3 года получаю невероятное удовольствие, потому что что-то новенькое для меня. Я вот его делаю, я прям реально кайфую. Мы делаем полностью свое ядро, полностью свой фреймворк, мы научимся работать, делать свои библиотеки, с которыми будем работать, да, в дальнейшем. Я не знаю, там, короче, очень много плюшек, давайте об этом мы поговорим уже чуть дальше, ближе к дате запуска интенсива, но я уверен, что когда выйдет новый интенсив, цена точно поднимется, поэтому, ребят, будьте внимательны, покупайте подписку прямо сейчас, чтобы залететь в последний вагон по низким ценам. Ну и кроме этого, текущие интенсивы на сайте невероятно крутые. Это и бэкэнд для начинающих, и фронтенд для начинающих, где мы разработали приложение для тренировок. Это и бэкэнд для продвинутых, и фронтенд для продвинутых, где мы разработали большой полноценный онлайн-кинотеатр. Это и мобильная разработка, как вишенка на торте. Там мы разработали с вами приложение типа Netflix на телефон. Короче, огромный стек технологий, огромное количество интенсивов, и все это всего лишь за 2000 рублей. Кроме этого, есть поддержка в веб-чате. Залетайте туда, рассылка происходит по понедельникам, либо пишите в наш бот, моментально будет приглашение. Наслаждайтесь, любой вопрос задаете, вам либо я, либо наш хелпер отвечают без каких-либо проблем. Кроме этого, большие розыгрыши и авторские стримы проходят также раз в месяц. Есть также тариф на 3, на 6, на 9 месяцев, они просто более выгодные, да, и там дается также закрытый клуб 5 утра. Напомню, я уже 3 года стою в 5 утра, и даже сейчас за окном у меня 6 утра получается, так что, ребят, кто хочет вставать рано, тоже залетайте. И кроме этого, есть невероятно выгодный тариф, на который все люди апгрейдятся. Вы, к примеру, можете купить тариф на 1 месяц, вам понравилось, и дальше апгрейдиться на новый тариф, к примеру, на тариф навсегда. И у вас это будет со скидкой уже. Тариф навсегда позволяет вам, один раз оплатив, получать пожизненно все обновления на нашем сайте, и все, что было, и все, что будет. Все интенсивы, которые будут выходить, 20, 30, 40 штук, у вас всегда будет иметься доступ. И люди, которые инвестируют, они это расценивают реально как инвестицию. Вот мне недавно парень написал, что: Макс, я рад, что инвестировал свои деньги, да, в обучение. То есть это не как у других, ты купил на один поток прошел, все, как бы, все сгорело. У нас один раз купил, заплатил 24 тысячи рублей, и у тебя на всю жизнь будет действовать этот доступ. То есть, опять же, сколько бы всего не выходило, у вас будет всегда иметься доступ. И кроме этого, ребят, есть возможность оплаты по частям для тарифа навсегда, поэтому залетайте, покупайте без проблем. Ссылку оставляю в описании, есть оплата для других стран, правда, в ручном режиме пока что. Инструкцию нажимаете, выбираете либо тенге, либо евро, оплачиваете без каких-либо проблем, начисляется в ручном режиме очень быстро, в течение там 5-7 часов. Ссылку я оставляю в описании, буду рад вас видеть в нашем комьюнити, и мы растем, развиваемся. Я думаю, что у нас будет самый лучший IT-продукт в интернете, ребят. Будем, короче, разрывать. Ссылку оставляю в описании. Так, давайте типизируем наш объект. У нас есть юзер, к примеру, да? Юзер, вот он наш юзер. И у него есть какие-то поля, name и так далее. Ну, давайте сделаем такой прикол. Мы работаем в одном файле сейчас, да, и когда мы работаем в одном файле, понятное дело, что мы с вами не можем сейчас никак, проверить полноценно работу TypeScript. То есть в том плане, что мы всегда видим наш объект, и мы понимаем, что в нем должно лежать. Ну, к примеру, у нас этот юзер где-то лежит в другом месте. Вот, просто let user, да? И вот
вот мы сейчас находимся в другом файле, и мы хотим у этого юзера, допустим, поменять поля какие-то, да? Я нажимаю Option Escape, и он мне подсказывает какую-то дичь. Он мне не говорит, какие там есть поля и так далее, мы не знаем. Как это все сделать? Ставим двоеточие. Мы сейчас здесь напишем тип, да, но мы к типам перейдем чуть дальше, но тем не менее, пока что давайте базовых разберем. Я пишу type user. Type user. И указываю, что у юзера нашего будет имя стрингой, мы уже разобрали, да, это строка. Возраст у него будет number, то есть число. И, допустим, какой-нибудь еще будет адрес, тоже будет стринга. Теперь, когда мы будем менять нашего юзера, нажимаем Option Escape, и у нас есть подсказки. Подсказок нет, потому что я забыл здесь добавить саму типизацию через двоеточие. Type user. И нажимаем Option Escape, и вот адрес, age и name. Адрес, допустим, там SPB, age там 24 условно, да, и name MAC. Как видите, прекрасно все добавилось без каких-либо проблем. То есть и нам теперь не нужно знать, что у нас в юзере, не нужно держать в голове это, да. Вся информация у нас есть прямо вот в самом редакторе, мы нажимаем Option Escape, и все подсказки есть. При этом, если мы зададим адресу, допустим, число, то ничего работать не будет, да, потому что четко должна быть строка. Дальше мы еще разберем операторы, как можно скрещивать, да, несколько типов. Это все дальше тоже разберем. Давайте возьмем другой пример, и я покажу на примере оператора спреда. Что мы еще можем сделать интересное? Спред, знаете, да, в JavaScript, когда мы можем развернуть, допустим, один объект внутри другого, и тем самым расширить общий объект. Ну, короче, сейчас поймете все. Опять же, JavaScript мы сегодня не касаемся, потому что это не тема этого ролика. Допустим, type адрес, да, и у адреса у него будет там city, string, да, и country, string. При этом здесь я адрес хочу убрать. Вот, у нас есть два типа. Давайте сразу же опишем весь наш, сделаем здесь const, вот наш user, и то же самое сделаем для адреса. Итак, допустим, у нас есть вот user и адрес. Мы хотим как-то объединить. Да, мы хотим адрес добавить сюда, в общий объект. Давайте сделаем const. Common, общий, да, и мы разворачиваем, да, разворачиваем здесь юзера и разворачиваем адрес. Да, в данном случае будет все прекрасно работать, да, то есть, ну, по факту, да, потому что он подхватывает типизацию TypeScript, исходя из того, что он в итоге получает, да, то есть, если до этого перемена не была создана. Ну, представим пример, когда у нас немножко другая ситуация, когда это является let, и common мы меняем уже извне, common, вот так, да. Пока что тоже работает, потому что у него типа нет, то есть у него сейчас тип any по умолчанию. Если мы пропишем тип, допустим, null, то он уже будет ругаться, он будет говорить, типа, парень, я хочу получить null, а ты мне отдаешь какой-то объект. Как нам указать, что у нас будет и user, и адрес? Для этого мы пишем type user и type адрес. То есть мы объединяем type user и type адрес, и получается вот такая картинка у нас. Все, теперь можно добавлять сюда эти поля. Ну, даже можно вот так сделать, и у нас все эти подсказки прекрасно работают. Вот, я буду выносить в отдельный файл object, да, там у нас будет лежать конкретно вот по работе с объектами. Теперь разберем типизацию массивов. Значит, давайте самый простой пример. У нас просто есть array какой-то, да, условно. Опять же, я буду, например, let разбирать, потому что если const, он будет забирать изначально дефолтные данные. Давайте у нас будет массив, состоящий из строк. Как нам это сделать? То есть я хочу, чтобы у нас array состоял из строк. То есть, допустим, там раз строка, два строка и так далее. Именно это строчный вариант. Двоеточие, string, и в конце указываем квадратные скобки. Это значит, что мы вот делаем массив из строк. Если мы напишем сюда число, допустим, 3, то работать не будет. Кроме этого, мы можем написать здесь, допустим, number и так далее. Это не важно абсолютно. Мы еще дальше разберем, как работать с кортежем, да, и вы это все дело поймете. Есть другой вариант, да, как это можно задать. Он такой более олдскульный, и им мало кто пользуется. Мы пишем array и указываем в качестве generic string. Вот такая штука тоже возможна, так тоже работает. Но в основном все пользуются именно вторым способом, вот таким string и квадратные скобки. Вы также можете описывать объект, берете объект и размножаете его с помощью квадратных скобок, тем самым будет массив вместо объекта. Теперь давайте разберем интересную штуку, которую знает вообще мало часть разработчиков, программистов, да. Сзади, ребят, у меня, кстати, рассвет опять. Я еще до сих пор последнее видео из Малайзии, кстати, да, потом еду уже в другую страну. Какой интересный момент, интересный тип, многие из вас его не знают. Значит, мы создаем какой-нибудь массив, допустим, это будет numbers, да, и нам нужно сделать эти числа, чтобы они были неизменяемы, чтобы я извне не мог поменять этот массив, не мог его запушить и так далее. Для этого пишем read-only array, и в качестве generic указываем, что это будет за массив чего? Массив чисел. Теперь, если мы попробуем сделать numbers, получить число, мы его получим, да, но если мы попробуем, допустим, поменять его, да, вот таким образом, то меняться не будет. То есть у нас здесь наводим и пишет, что у нас read-only number, да, ну да, даже если мы, допустим, число укажем сюда, все равно будет писать, что index signature only read, только для чтения. Вот, то же самое не можем запушить туда, numbers, push. Видите, даже push недоступен, то есть даже он мне не дает подсказку push, потому что он у нас является read-only только для чтения. Тоже интересная штука, и многие из вас это знали, я уверен. Теперь разберем, собственно, с вами кортежи. Да, многие из вас не понравилось слово кортеж, когда я говорил, когда я шорт снимал на эту тему, ну, немножко на другую тему, но тем не менее, да, и многие писали, а какие кортежи в JavaScript могут быть? Смотрите, показываю, что такое кортежи, ребят. Кортежи, когда мы четко знаем количество элементов в нашем массиве. К примеру, я пишу type array,
Я, кстати, по наименованию, да, сразу, видите, пишу type, и вначале все равно пишу type, название, да, чтобы я, когда этот, допустим, импортировал тип, я понял, что это является типом, а не интерфейсом, к примеру. И мы четко описываем, допустим, у нас будет являться number и стрингой. Давайте еще, допустим, будет null. Вот теперь мы четко понимаем, что это является кортежем. У нас должно быть 3 элемента. Первый элемент число, второй элемент строка, третий элемент null, то есть nullable значение. Теперь делаем const, new array я напишу, new array, указываем type array. И, собственно, вот, пытаемся указать. Пустой массив указываем, он говорит, что нет, не подходит, нужно 3 элемента. То есть это и называется кортеж как раз таки. Пишем, допустим, здесь 1, 2 строковый формат и null, и все работает, как видите, да. Но если мы, допустим, заменим здесь на число, он уже будет ругаться, он будет говорить, что тут нужна именно строка. Меняем обратно. Вот такая штука получилась. Теперь разберем функции. Базовый пример функции. Давайте сделаем сначала обычную функцию. Function. Значит, функция будет у нас называться get channel, да, к примеру. Получение канала. Возвращает, допустим, name red group. То есть возвращает объект с именем red group. Смотрите, как нам типизировать эту функцию? Во-первых, вот новички некоторые говорят, что Макс, так оно не ругается на типизацию. Надо ли вообще типизировать или нет? Конечно, надо, ребят, всегда нужно типизировать. В данном случае можем оттипизировать, во-первых, входные параметры. Ну, у нас здесь пока что их нету, но мы сейчас с этим поработаем. А во-вторых, выходные параметры. Давайте опишем входные параметры. Допустим, будем принимать само имя. По умолчанию, да, оно будет red group являться. Ну, пока что не будем это писать. Но при этом принимаем само имя, которое будет потом отдаваться здесь. Как видите, он подчеркивает, он говорит, что anyType это плохо. Да, пишем двоеточие. И тем самым мы описываем аргументы входящей функции. String. То есть имя должно обязательно быть стрингой. Если мы потом вызывать нашу функцию getChannel, мы не можем там, допустим, писать 0, потому что не будет работать. Да, должно быть именно строка. Пишем там вот такой вариант, как видите, все прекрасно работает. При этом, да, сейчас он на автомате берет возвращаемое значение. Он понимает, что ему возвращается объект с неймом. Если мы наведем, он пишет, что возвращаться будет объект с неймом. Но это не всегда хорошо, потому что если у нас, допустим, идет какое-то условие возврата и так далее, мы можем не уследить, и у нас будет возвращаться не то, что нам нужно. Как нам сделать типизацию вот этого всего возврата? Я создам отдельный type, мы с вами уже умеем type создавать. Type, значит, channel return я напишу вот так, да. Возвращаться у нас будет объект, в котором будет name равно стринге. Name равно стринге. Теперь копируем и тут через двоеточие указываем. Все, теперь мы ничего не можем вернуть, кроме этого. Мы не можем вернуть сюда age, допустим, 21, да, потому что он говорит, что, чувак, ты должен вернуть именно имя с типом строки. Вот и все. И есть также подсказки, вот. То есть вот в таком случае мы теперь полностью типизировали нашу функцию. Давайте разберем следующий пример. Как нам типизировать, значит, в этом плане стрелочную функцию. Поменяем ее на стрелочную. Const getChannel name. Так, вот так. И вот так. В принципе, типизация абсолютно так же проходит, ну, немножко скобки нужно поменять, да, то здесь мы, как видите, брали вот так, да, здесь немножко по-другому стрелочная функция, тем не менее, возвращаем тип, описывается в одном месте, и аргумент также описывается в одном месте. Это, опять же, можно еще лучше описать. Давайте возьмем эту функцию getChannelName и опишем ее не просто, да, вот так вот, где мы тут описали и так далее, а опишем полноценный тип этой функции. Так, ну, ребята, насколько я помню, в этой функции мы не можем писать тип, я могу путаться, ребят, напишите в комментах, можно ли описать такую штуку будет у функции, нет, профики, если смотрите, мы опишем у стрелочной функции, у нее точно можно, потому что здесь является переменной обычно. Давайте опишем. Собственно, мы берем type channel function, и мы описываем, что она будет себя принимать. Она все принимает name string, а отдает, вот таким образом, да, отдает как раз таки type channel return. Копируем. Теперь мы это все можем убрать полностью и заменить на более минималистичную запись, вот такую. Она также прекрасно все подхватывает, то есть мы четко знаем, что приходит строка, отдается именно также строка, но при этом мы это вынесли в отдельный type, отдельное описание функции таким образом. По-моему, такую запись нельзя применить к этой функции. Я могу путать, ребят, но, по-моему, такого невозможно. Давайте разберем REST операторы. Const getNumbers. У нас есть какие-то числа условно, да? Выбираем REST оператор, пишем numbers. Вот, получаем числа. И просто их будем возвращать. Numbers. Окей, но мы сейчас не знаем, что это за numbers. Numbers any просто, массив чисел. Да, мы здесь просто указываем двоеточие, пишем number и указываем массив. Все, мы полностью также типизировали с вами именно уже оператор остатка. Да, мы четко знаем, что является числом. Дальше с ним можем проводить любые манипуляции. Сейчас давайте разберем функциональные перегрузки. Итак, ребят, функциональные перегрузки. Для новичков может звучать прям слишком сложно и так далее. На самом деле, ребят, это все термины, не парьтесь. Все на самом деле максимально просто. А что это такое? Это тогда, когда мы указываем сигнатуру функции до, собственно, ее вызова, да, и до ее реализации, да, для того, чтобы мы могли принимать функцию, к примеру, разные аргументы. Давайте этим займемся. Сделаем function. Будет называться function, ну, getCar я ее сделаю, getCar. Опишем саму функцию. Будем сюда получать название машины, string, да, и отдаваться нам будет именно тоже строка пусть будет, да, строка. Теперь мы опишем то же самое, только уже будет получать не только имя, а также еще и цена, price, number. И будет отдаваться также строка. Теперь мы продублируем последний параметр. Ставим ее сюда, откроем нашу функцию, теперь ее уже вызовем полноценно. И, собственно, мы будем возвращать просто, значит, название name,
name. И тут нужно price поставить, что это может быть undefined, да. Тут указываем, если price есть, ну, то немножко по-другому, да, переиграем. Иначе просто название. Если price есть, то будет название и цена. То есть цена... Price. Вот, и как видите, мы сделали функциональную перегрузку по факту, ребят. Вот так она просто делается. То есть, еще раз, если нам, допустим, нужно принять, ну, сейчас мы это с вами запустим, все посмотрим, несколько аргументов, да, к примеру, name и price, да, но иногда, допустим, price может не приходить, да, то мы делаем функциональную перегрузку для этого. Теперь, смотри, что можем сделать? Const car1, допустим, да, мы делаем get car, и указываем чисто имя, допустим, BMW. Делаем, допустим, const car2, указываем BMW и стоимость $100 000. Тоже работает, да, все, как видите. Если мы сюда наводим, то оно, сейчас делаем подсказку, да, вот здесь можно посмотреть, навести. Как видите, у нас есть overload, да, во-первых, и можно еще добавить что-нибудь, допустим, 100 000 пишем. Оп, все прекрасно добавилось. Если же мы делаем const car3, да, и при этом добавляем еще, к примеру, там, третье свойство, name, то так уже не будет работать. Ну, давайте вот так сделаем, да, работать уже не будет, потому что он говорит, что такого не существует, ожидает только один либо два аргумента. В этом-то и прикол перегрузок. То есть, видите, так уже не работает. Как пример вам оставлю. Вот так работает функциональная перегрузка. То есть мы создаем сигнатуры функции, а потом реализация самой функции, и, собственно, вот так оно работает. Так, это, ребят, мы закончили, это по функциям. Касаемо функций. Теперь разбираем классы, ребят. Класс, на самом деле, тема очень интересная. В других языках программирования это прям вообще то, что, в принципе, все на классах пишется, да. В JavaScript немножко тема это размылась, потому что с React там функции пришли и так далее. Но в целом, ребят, классы невероятно важны. То есть, когда вы пишете свое, допустим, свой фреймворк, свое приложение и так далее, вот как я это делал, да, конечно, такое редко пишется на продакшенах, вот как мы в интенсиве, да, будем делать. Это очень важно для фундаментального понимания просто, как работают классы. Наследование и так далее, там, ну, короче, очень интересно все. Так вот, касаемо классов, мы с вами сейчас разберем интересные моменты, как типизируются классы в JavaScript, а точнее в TypeScript. Давайте приступать к этому. Так, вроде свет подкрутил, должно быть ряд лучше видно меня. Классы. Сделаем опять же класс машины, я думаю, ну, мне нравятся машины, поэтому почему бы нет. Класс car. Значит, что у машины вообще будет, какие у нее будут поля? У машины будет название, да, либо бренд, я не знаю, бренд пусть будет, да. Ну, ладно, пусть будет name, мне так просто проще будет. Тут мы легко можем типизировать, да, это свойство. Пишем string, все, мы типизировали. И дальше у машины будет также цена, price, является number. Теперь опишем конструктор, да, это входные параметры мы описываем нашего класса. У нас будет приниматься сюда, значит, ну, я сделал объект, name и price. Хотя нет, объект мне здесь не особо нравится, на самом деле. Давайте пока просто сделаем без объекта, да, мне кажется, объект здесь будет лишним. Стринга и price будет number. Тут мы с вами что делаем? Просто переназначаем, да, то есть name является приходящему name, а price является приходящему price, собственно, вот. Тут все максимально просто. Так, я price сначала написал null, не знаю зачем, тут нужно number написать. Теперь просто отдаем, да, можно геттеры сделать и так далее, но мы сейчас с геттером не будем касаться. Давайте самый такой простой, get info, да, получение информации о машине. Это будет метод уже непосредственно, да, который будет также возвращать, здесь мы указываем строку, да, и тут делаем просто return, возвращаться у нас будет непосредственно сама строка. То есть это будет name, и стоимость ее будет вот здесь указываться. Ну, я немножко name неправильно указал, да, нужно через this, потому что мы возвращаемся к текущему контексту. This. Опять же, ребят, все подробно про классы, я никогда не снимал по JavaScript именно на канал ничего, да, касаемо обычного JavaScript, потому что для меня это скучно, но вот интенсив всем рекомендую посмотреть, вот в интенсиве мы будем делать банковское приложение, ребят, там с классами будет работа вот просто вот так вот, невероятно много, поэтому ждите нового интенсива, я знаю, все ждут, все спрашивают, Макс, когда, ребята, хочу сделать качество, это главное слово, которому я следую в написании этого интенсива, и пока качества не будет, я выкладывать не буду, соответственно, но я думаю, что скоро уже выйдет. Теперь давайте вызовем наш класс, да, вызовем new car, вот, и мы можем вызвать, допустим, написать название машины, это будет опять же BMW. Я, ребят, не любитель BMW, но тем не менее напишу. И стоимость, да, допустим, $100 000. Вот, все, мы вызвали. Ну, теперь вызываем метод getInfo. Все, мы его вызвали. Вот, теперь можно получить информацию о машине в консольку. Вот, мы сейчас не будем это тестировать, но тем не менее оно прекрасно работает. Теперь разберем модификаторы, ребят. Смотрите, в TypeScript доступно 3 модификатора. Это private, public и protected. Что здесь важно понимать? Public это по умолчанию, собственно. Вы можете даже public не писать, она и так является public по умолчанию. Вот public. Значит, что она доступна откуда угодно. Вот как мы сейчас здесь могли вызвать без проблем. Public у нас всегда будет доступна. Есть также private. Собственно, private значит, что переменная будет являться приватной. То же самое, что если бы написали вот так, да, приватная переменная, которую можно будет вызвать только внутри, собственно, вот этого класса, да, то есть мы здесь ее вызвать уже не можем. Допустим, давайте вернем на private. Вот как видите, оно не вызывается, потому что это приватная функция, доступна только внутри этого класса. Допустим, мы сейчас напишем get, ну или что-то там, anything, я не знаю, такое, я не знаю, что, просто написать название какое. И здесь мы уже вызываем наш, допустим, this get info. Да, видите, здесь он вызывается без проблем, потому что private работает внутри класса. И есть protect,
protected. Немногие о нем знают, да, как он работает. Он работает так же, как и private, но при этом его еще можно вызывать внутри другого класса, который экстендится от текущего класса. Допустим, класс, не знаю, bus, автобус, да, к примеру, экстендится от car. Мы тут делаем, опять же, конструктор, и мы его отсюда возьмем полностью. Вот. И здесь мы в конструктор уже прокидываем супер, да, потому что нам нужно прокинуть в car, который родительским является. Name и string. Ой, и price, точнее. Вот. И, допустим, вызываем get так и делаем return. Здесь, как видите, getInfo также присутствует здесь. Вот, то же самое можно касаемо и этих переменных тоже им задавать эти же модификаторы без каких-либо проблем. Так, давайте уберем protected, это мы все поняли. Это касаемо модификаторов. Теперь разберем, ребят, типы и интерфейсы. Давайте создадим новый файлик, во-первых. Но сначала, ребят, прежде чем разобрать типы и интерфейс, нам нужно понять, что такое интерфейсы в целом, да, то есть нужно их сначала применить, чтобы вы могли сравнить. Вот типы мы до этого уже применяли, вы примерно поняли, что это такое. Да, тут, я думаю, все понятно. Касаемо интерфейсов, ребят, давайте разберем интерфейсы. Работа абсолютно так же, как типы. Вот, допустим, интерфейс. Я вначале всегда ставлю I. Если в типах ставлю в начале type, то здесь ставлю I, чтобы было понятно, что это является интерфейсом. Пишу I, допустим, iUser. Значит, name. Такую запись могли видеть вообще в каждом моем ролике на канале практически. То еще e-mail, допустим, string и так далее. Вот интерфейс user. Теперь мы берем юзера, const user, задаем ему iUser и указываем вот четкие моменты. E-mail, допустим, какой-то e-mail там и так далее, да? Ну, собака там, вы поняли. И name какой-то. Name, допустим. Тем самым мы задали интерфейс. То есть, по факту сейчас он работает так же, как тип. Единственное, тип выглядел бы немножко иначе, тип бы выглядел вот так вот, type и вот так. Но при этом они не означают одно и то же абсолютно. Абсолютно одно и то же. В чем разница? На самом деле, большинство вот этой разницы типов и интерфейсов, оно субъективное, да? Оно приходит просто исходя из компании, там, что вам говорят, где применять, и либо исходя из вашего личного предпочтения. Что я могу сказать от себя? Есть некоторые особенности. То есть, смотрите, чтобы нам приплюсовать один тип к другому типу, мы это с вами уже до этого делали, нам нужно писать, к примеру, вот сейчас второй тип у нас будет type person, допустим, да, я не знаю, что еще здесь выдам, age, пусть будет number, да. Чтобы нам это приплюсовать, нам нужно написать так, и вот так, все. Теперь у нас type user является и юзером, и еще age добавляется, то есть возраст. Вот, видите, здесь можно указать теперь age. Касаемо интерфейс, здесь немножко иначе, здесь экстендится будет, то есть расширяться на основе другого интерфейса. Делаем также интерфейс другой, интерфейс iUser age, number. Дальше мы указываем здесь, теперь мы делаем extendится, только не здесь указывается, да, а вот здесь extends на основе iUser age. Вот так, все. Ситуация абсолютно та же самая, iUser. User, как видим, у нас имеет, ну, вот age он прекрасно опознает, то есть немножко разные вариации, да. При этом здесь можно всякие интересные конструкции, можем там много раз делать и, к примеру, можно делать или, да, без каких-либо проблем тоже, то есть или это, или это. Собственно, еще какая особенность, типы, помните, мы с вами могли описывать функции с помощью типов, вот так вот функцию можно описать, в интерфейсе такого делать невозможно, поэтому тоже будьте внимательны. Ну и раз другие особенности. Вот, вкратце, опять же, повторюсь, это личное предпочтение, я, допустим, использую интерфейс для чего-то такого более масштабного, когда мне нужно сделать там интерфейс самого юзера, интерфейс самого товара там и так далее, когда мне нужно что-нибудь такое более маленькое, описать функцию, описать аргументы и так далее, я использую типы. Хотя пропсы, допустим, в React я также описываю с помощью интерфейсов, мне так больше нравится. Ну и также мы можем с вами поменять, допустим, const users, да, указать iUser, указать, что это будет массив, и указывать сколько угодно юзеров. То есть будет и первый юзер здесь будет, юзер, да, и второй юзера можно указать и так далее. Ну, собственно, того же сами все сделаете. Это касаемо типов и интерфейсов. Давайте разберем теперь enum, ребят. Enum очень интересная тема, многие новички не используют, хотя я крайне рекомендую это делать. Enum позволяет нам типизировать, ну, как бы по факту работать как константы обычные. То есть, когда мы четко знаем, что у нас будут идти какие enum. Самый банальный пример, где можно использовать enum, это роли. Роли в проекте. Давайте опишу сначала enum. Я пишу enum. Обычно также вначале делаю префикс enum roles. Роли у нас могут быть следующими. Значит, это будет роль у нас админ, это будет роль гость, да, это будет роль user, к примеру. Теперь мы, допустим, опишем нашего юзера. Опять же, давайте сделаем интерфейс iUser, да, и у него будет роль какая-то. У него будет роль на основе enum roles. Вот, одна из этих ролей, enum roles. Здесь мы просто указываем тип iUser. Указываем здесь, допустим, admin. Как видите, он будет ругаться, он даже строку не принимает по той причине, что просто это является enum. Он требует именно enum. В этом-то их и прикол. То есть мы не можем допустить никакую ошибку, мы не можем случайно там написать admi, да. Он всегда вам скажет, что нужен именно четкий enum. А здесь переменные, они как константы являются. То есть мы берем просто enum roles и берем admin. Все. Вот так оно, собственно, и работает. И это невероятно удобно. То есть мы можем четко прописать типизации и всегда понимать, что у нас будет туда приниматься. Это как константы, только в разы лучше. Есть вариант описки enum немножко иначе, с помощью const enum. Это лучше с точки зрения оптимизации, да, и лучше при компиляции. Давайте попробуем. Const enum. Опишем другой enum. Enum colors. У нас будет цвет, допустим, black, pink и green, допустим. Теперь также опишем нашего юзера, давайте возьмем. И у него теперь будет color, enum colors. Color. Вот, color, допустим, enum colors black. Вот мы описали, да? Как казалось бы, разницы нету. Одно и то же. Здесь enum, только здесь const почему-то, а здесь просто enum. Попробуем скомпилировать данный файл. TS пишем, tsc и указываем файлик main.ts. Вот скомпилировали, смотрим, что у нас получилось. Интересная, ребят, штука у нас получилась. Смотрите, почему это
круто с точки зрения оптимизации, да, здесь он, кстати, ругается, вот, потому что смотрите, что у нас получается. Значит, там, где мы с вами указывали админ, guest и user и так далее, у нас это используется прям как enum, то есть прям как функция описывается полноценная, enum roles и так далее, это прям, ну, сложная реализация, как видите, то есть вот это, что в работе JavaScript нужно прям очень много ресурсов, да, у меня уже посветлело, ребят, сейчас будем камеру фиксить, вот, а касаемо этой вариации касаемо, здесь уже просто нолик, вот и все, вот просто и все, да, то есть он просто заменяет это все на нолик и все, то есть если у нас где colors, это является 0, 1, 2 по факту, да, индексы их, вот можно ввести и посмотреть, 1, 2, здесь наводим, здесь видите тоже 1, 2, но при этом здесь у нас числа не заменяет, а здесь заменяет на числа, это лучше с точки зрения оптимизации, но в этом есть свои определенные нюансы, ну тоже такая более продвинутая тема, все-таки у нас для новичков, собственно в интенсивах смотрите эту тему. Давайте на примере разберем еще reverse mapping, смотрите, я удалю файл main.js, если же мы с вами возьмем этот enum, да, и в таком случае ему уже назначим числа какие-нибудь, 1, 2, допустим, да, 0, 1, 2, и при этом, если мы здесь сейчас с вами сделаем такую интересную штуку, сделаем console.log, берем enum roles, и сюда передаем индекс, да, в нашем случае enum roles, допустим, admin, да, то в таком случае мы с вами получим вот такую интересную картинку. Давайте делаем node. Получим admin. То есть мы получили конкретный ключ вот этого админа. Видите, по его индексу получили конкретный ключ. Это называется reverse mapping. Так, ребят, я ухожу на перерыв, и мы с вами продолжим. Итак, ребят, продолжаем. Надеюсь, картинка нормальная, потому что у меня уже посветлело. Вот, надеюсь, тема тоже нормальная редактора. Я все буду видеть прекрасно, потому что отсвечивает невероятно. Но тем не менее, ребят, сейчас мы поговорим с вами про assertions, то есть утверждение. Что это я имею в виду под утверждение, да, на самом деле? Утверждение — это когда вы задаете сами тип, когда, допустим, тип перемены неизвестен, да, и вы его задаете принудительно. Есть два варианта, на самом деле, и немногие из вас знали именно о втором варианте. Давайте разберем оба эти варианта. Сам базовый пример. Делаем input element, мы его находим, и document, query selector, input. Получим у него value, const value 1 я напишу, input element, .value. Вот. Ну, как видишь, он ставит вопросик, потому что он не уверен в этом. Мы можем эту переменную, собственно, задать ее как HTML input element. Ставим s как HTML input element. Вот. Теперь никаких вопросов нету, мы ему принудительно задали то, что это является HTML input элементом, и у него есть value. Все. Какой второй вариант, о котором немногие знали? Мы можем вот этот тип указать в начале, вот здесь, value 2. Такой вариант тоже рабочий. То есть вот первый вариант, input элемент как HTML input element, либо второй вариант через такие стрелочки, да, указываем HTML input element, и все прекрасно работает. Следующее разберем, ребят, как нам интересный оператор not null assertions. Это что значит, ребят? Это значит, что мы можем указать специальный оператор, восклицательный знак. Многие из вас его видели, наверное, в TypeScript коде, но немногие из вас понимают, что он делает. Итак, восклицательный знак, он нам позволяет указать, что тот или иной возвращаемый тип, он не будет являться ни null, ни undefined. Давайте сделаем пример. Const, сделаем функцию getLength, получение длины строки, условно, length. Получаем строку и что там отдаем. Берем текст, и у него берем length. Только здесь я укажу string, может быть, либо null. Вот, тут ставим теперь вопросик, иначе он будет ругаться. Вызываем теперь getLength. И видите, мы сейчас поставили вопросик, да? Мы можем написать null, все прекрасно работает, да? Можем написать на второй вариант текст, все прекрасно работает. Но это неправильно, да, мы ставим восклицательный знак. И теперь, вот, и такой код, ребят, когда вы указали такую штуку, он при компиляции выдаст вам ошибку. То есть о том, что здесь не может быть null, да, потому что он указывает, что это не null. Вот, честно говоря, я эту штуку редко использую на самом деле, потому что, ну, очень такие редкие случаи, когда это нужно использовать, но тем не менее, чтобы вы просто знали, что это значит. Значит, что не null и не undefined. Так, с assertions понятно. Следующая тема, ребят, наверное, самая интересная, да, для многих из вас, это дженерики. Наконец-таки, многие из вас слышали неоднократно, что такое дженерики, есть такие штуки, да, интересные, но немногие знают, как они работают, поэтому давайте разберем. Например, ребят, давайте наберем 2000 лайков, и тогда я продолжу снимать полный курс. Если мы не наберем, тогда я пойму, что тема все-таки не так актуальна, не собирает просмотры, и я могу снимать более трендовые темы, которые будут собирать просмотры. Если хотите пользу, ставьте лайки, подписка и колокольчик, это обязательно. Ну и комментарии тоже пишите. Ребят, минутку вашего времени. Напомню, что у нас есть шикарная подписка, стоимость всего лишь 1990 рублей за 1 месяц. Списание проходит ежемесячно, да, но вы можете выключить галочку в личном кабинете, и списания у вас не будет. Короче, работаем как Netflix, условно. Вы платите только не за развлечения, а за образование. Зашли, оплатили, изучаете интенсивы, обучаетесь. Вы получаете 6 интенсивов разного уровня. И для начинающих, и для продвинутых. Там мы сделали приложение для тренировок. Приложение онлайн-кинотеатра для продвинутых. Да, это такой большой онлайн-кинотеатр, где вы сможете идеально попрактиковать именно TypeScript. Кроме этого, разработаем мобильное приложение. То есть это просто мобильное приложение типа Netflix. Вы там сможете посмотреть фильмы, открыть плеер и так далее. Админ панели, все это там присутствует. Короче, 6 огромных приложений по факту, да, которые вы разработаете. Там и бэкэнд, и фронтенд, все, что вам нужно. И самое ключевое, почему цена, возможно, поднимется, потому что, ребят, на днях
днях уже, ну, на неделях, да, можно сказать, выходит новый интенсив по JavaScript. Это просто разнос лютый будет. Мы там сделали банковское приложение, которое будет просто идеальнейшим способом работать, переводить деньги друг другу и так далее, баланс, статистика и так далее. И все это на чистом JavaScript без единой библиотеки. Это важно понимать, да, то есть многие делают там условно обучающие курсы по JavaScript, но при этом часто используют библиотеки, типа для реактивности, для чего-то еще, да. Мы такого делать не будем писать все полностью с нуля, без единой библиотеки. Так что, ребят, я думаю, всем это понравится и будет доступно по подписке, поэтому выгодно купить сейчас, начать обучаться, и у вас уже будет подписка, и вам не нужно будет ничего переплачивать, да, вы просто сейчас сэкономите кучу себе денег. Вот, ребят, будьте внимательны, покупайте подписку по ссылке в описании, также есть поддержка в веб-чате, также есть все исходники к каждому ролику, в том числе и к этому ролику вы сможете скачать проект именно там, и куча других плюшек, есть также тариф навсегда. Ссылка в описании, буду рад вас видеть в наших рядах, собственно. Так что, ребят, да, наверное, самую такую полномасштабную работу с дженерикой мы проводили в плане практики, это в интенсивах для продвинутых и также в интенсив по мобильной разработке. Там прям компоненты делят с дженериками, там прям очень все интересно. Итак, что такое дженерики? Дженерики, по факту, самый простой пример, я знаю, что теоретикам это не понравится сравнение, но тем не менее для обычных новичков, мне кажется, идеальное сравнение. Это как аргументы в функциях. Это то, что вы можете передать, только вы передаете определенный тип, да, который вы в дальнейшем можете легко использовать. Что я имею в виду, ребят? Я имею в виду то, что, к примеру, вы можете передать функцию, передать в класс, передать куда еще? В интерфейс, да, условно, передаете тип, и этот тип потом где-то прописываете. Допустим, мы не знаем, ну там, тупой пример, мы не знаем, какой у нас будет name, да, это будет строка либо число. Мы можем передать, что в этом случае будет строка, в этом случае будет число и так далее. Давайте, собственно, переходить к практике. Я думаю, что и мы с вами это все легко достаточно поймем. Давайте самый простой пример. Мы возьмем с вами обычную функцию, function. Это generic на примере функции. Вот функция обычная, она все принимает какие-то аргументы, да, и их возвращает. Все, максимально все просто. Вот. И мы не знаем, что у нас за аргументы приходят, да, то есть в одном случае они могут быть number, в другом string, в другом object и так далее. Как нам это все дело прокинуть извне? Мы берем function, здесь указан generic. Generic обычно указывается в фигурных, не фигурных, да, в стрелочках таких. Внутри мы указываем обычно большую букву, одну большую букву, да, любую. Ну, тут уже на ваш выбор, на самом деле, обычно пишут T, да, там Z и так далее. Ну, то есть здесь уже на ваш выбор, опять же, может как-то, чтобы оно было связано по наименованию. В целом, первое обычно пишут T. Не знаю, почему так получилось. Дальше. Аргументы через двоеточие указываем T. То есть мы T получили здесь, generic, да, и T указываем здесь. И на возврате тоже указываем T. Вот такая штука получается. Теперь давайте это вызовем. Да, только я забыл указать наименование функции. Давайте entity, допустим, напишу. Вот, entity. И указываем. Видите, пока что unknown, неизвестный тип. Тип сейчас неизвестен, мы его не передали. Допустим, я напишу 1. Все. То есть мы сейчас не передали, у нас просто тип прокинулся 1, и как бы все, это неправильно. Поэтому мы прокидываем generic number. Все. Теперь у нас по факту вернется, видите, число. Если мы поменяем на строку, вернется строка. Вот, вернется строка. Только мы там должны указать свою строку именно. Вот так работает generic. То есть невероятно удобная штука. Вы легко можете прописать generic, указать нужный вам тип и без проблем вообще легко работает. Generic это, ну, я не знаю, наверное, 50% от вашего успеха, да, потому что generic используется везде, особенно в компонентах, когда вам нужно сделать уникальный компонент под все нужды, скажем так, да, и это прям очень удобно. Давайте на примере классов покажу. Значит, класс channel я напишу так. Тут generic у нас тут прокидывается тоже, channel берем, допустим, такой же t. Я сделаю приватную переменную, назову ее, допустим, name, channel name типа, да, и она будет являться как раз таки t нашим. Только я зачем-то вызываю класс. Теперь в конструктор у нас принимает также name t. Тут мы делаем this name. И здесь просто get name. В ответе будет отдаваться также t. This name. Все, вот такой получился у нас класс. Как видите, мы также принимаем generic. Generic прописываем и у имени, и здесь при входящих аргументах, и здесь на выходе. Как мы теперь его делаем? Пишем new channel. В одном случае channel будет, к примеру, у нас string, да? Допустим, там red group. Вот, а во втором случае name будет, допустим, у нас уже number. Тоже видите, строка не прокатывает, прокатывает только number. Вот так работают дженерики. Здесь мы уже прокидываем немножко иначе, ну, то есть смысл один тоже повторяется. Давайте разберем, например, стрелочная функция. Многим, думаю, будет интересно. Стрелочная функция. Я напишу entity2. Const entity2. Вот так, здесь уже у нас generic указывается не в этой части, а вот в этой части после равно. То есть будьте внимательны. И оно также работает. Вот это для новичков, которые будут путать, как стрелочную функцию сделать с помощью дженериков. И последний вариант это с интерфейсами. Да, давайте сделаем интерфейс. Pair, да, пара. Так, по-моему, пара пишется. Мы укажем просто ключ. Тут получаем generic. У нас будет team. Сразу даже может два дженерика. То есть у нас ключ это k.
Да, value это v, поэтому сделаем k и v. Два дженерика через запятую. Ключ это будет k, а value это будет v. Вот, теперь мы дальше применяем это все очень легко. Pair first, да, первая пара. Допустим, здесь мы будем указывать, что это у нас является двоеточие I pair, да, и укажем здесь непосредственно. Кстати, мы вот интерфейсы мы не можем принимать в тайпе, да, то есть мы здесь можем принимать, точнее, дженерики, а в тайпе нет. I pair, и я указываю, что первый будет являться строкой, а второй будет являться number. То есть значение будет number, да, а там будет строка непосредственно number. Теперь, если мы откроем объект здесь, вот ключ можем указать только строку, да, видите, 0 не работает, только строку. Да, я неправильно написал немножко, сейчас перепишем. Value только один. Здесь мы меняем на string, да, и это лишнее написал, number. Вот так. То есть у нас теперь первая, допустим, пара вот так, а вторая пара наоборот, да, или две строки, допустим. Вот. Таким образом можем делать прям динамичные функции, динамичные интерфейсы без каких-либо лишних проблем. Вот так работают дженерики в интерфейсе, классе и, собственно, в функциях. Давайте разберем следующий пример. Следующий пример, как мы можем конкретно задать тип дженерика уже по умолчанию, чтобы у нас был доступ к определенным, допустим, методам, функциям и так далее. Смотрите, что мы делаем с вами. Мы делаем с вами, к примеру, функцию. Она будет у нас делать log или как? GetName, опять же, да, можно сделать getName без разницы. Вот. И тут на самом деле не важно, что у нас будет приходить. GetName length, да, ну такой, опять же, максимально тупой пример, ребят. У нас, ну, в теории, ребят, все такие примеры тупые, так что ничего страшного. Значит, сюда что-то приходит у нас, да, условно. Оно может как прийти как строка, так может и прийти и массив, потому что я хочу вернуть на выходе, значит, сущность какая-то entity. На выходе должна прийти entity, и видите, ставлю точку, нет подсказок, потому что у нас тип any. А я хочу вернуть length, а length есть у нас длина и строки, и длина и массива. Как это нам сделать? Создам свой интерфейс, ну, либо тип можно создать без проблем. Давайте в этом случае добавим тип, type length. Это будут входящие аргументы, как раз, которые мы описываем, и у него будет length, number. Здесь мы указываем generic, мы получаем generic. Здесь мы указываем, что это тоже будет являться дженериком, а на выходе отдаем number. Значит, смотрите, в таком случае, если мы пишем entity, да, опять же подсказок нет, вот опять же any, мы пока не знаем, что за t у нас такое. Поэтому я делаю extends, как бы его расширяю, да, на основе type length. Теперь, если мы нажмем, то у нас будет length подсказка, вот. Дальше что можем сделать? Можем делать get name length, указать сюда хоть строку условно, да, причем он, как можете посмотреть, он string сам прокинул, потому что он берет его отсюда, то есть он видит, что у нас здесь строка, и он сам его прокинул, можно даже string здесь не писать. Либо второй вариант, можно прокинуть сюда прям массив, вот так. И также все прекрасно работает, то есть мы теперь можно точка, ну, то есть не точка, да, можно вызвать, и у нас будет length. Так, с дженериками, ребят, покончено. Ребят, сколько для вас сегодня теории? Это, мне кажется, самый лучший полный курс, который вы только видели. Так что не забываем 2000 лайков, я продолжаю снимать рубрику полные курсы. Теперь мы с вами, ребят, поговорим про utility типы, или как они правильно называются. Это такие типы, да, которые вам позволяют, ну, может быть, и криво перевел, которые вам позволяют делать некоторые манипуляции, да. К примеру, я часто в своих роликах использую pick, omit, что еще? Бывает, использую partial, по-моему, да. Но их список гораздо больше. Я некоторые для себя в конспект выписал, сейчас мы их все разберем. Значит, из основных, что я использую, давайте сделаем интерфейс. У нас будет интерфейс машины. У нас будет, опять же, name string, значит, price number и, допустим, year build, да, год создания, год постройки, да, пусть будет number. Вот такие простые моменты. Ну, еще давайте айдишник туда же укажем. Вот, наш интерфейс машины. Теперь, допустим, мы хотим с вами взять интерфейс, который будет заниматься обновлением машины, iCar Update. Частый случай, который применяется во всех проектах. Но при обновлении мы айдишник, неправильно много сказал, давайте при создании, наоборот, при создании. При создании айдишник не нужен нам, да, потому что айдишник создает сервер, мы его не знаем пока, что айдишник. Нам нужно взять все остальные поля, кроме айдишника. Как мы это будем делать? Мы расширяемся, мы с вами это уже знаем, на основе iCar, только при этом я указываю здесь omit, да, тем самым мы можем исключить то, что нам нужно. Я исключаю айдишник. Все, мы его расширили, теперь, допустим, const car iCar create, да, и мы знаем, что четкие поля name, price, build. Все, других полей у нас нет, как видите. И при такой ситуации omit означает, что мы с вами конкретно вырезали ID, взяли все остальное, кроме ID. Вот, это частый пример, банальный прям максимально. Давайте iCar ID возьмем, да, допустим. Также мы возьмем сюда, его вставим в рамках примера и вытащим отсюда только айдишник. Для этого есть пик. Также указываем поля, которые нам нужны. Здесь можно также поля указывать, несколько полей, как захотите. И в таком случае видим только айдишник. Все, других полей у нас нету. Вот так работает ID. Вот так работает пик, точнее. Дальше partial. Очень интересная штука. Я напишу optional car. Оно делает все свойства необязательными. Значит, partial iCar. И как видим, если мы здесь его пропишем option car, то мы увидим, что все свойства стали у нас необязательными. Абсолютно все. И ID, и name, и все свойства стали необязательными. Это вот делает, значит, собственно, partial. Следующий пример, ребят. Опять же, расширяем. Read-only car. Собственно, надеюсь, путаницы у вас не будет, что я так пишу все. Наверное, не должно быть путаницы. Read-only car. Давайте я буду комментировать, наверное, да, чтобы просто, ну, вам было четко все видно. Read-only car позволяет нам, также называется read-only. Read-only. Вот. Позволяет вам сделать все эти поля только доступными для чтения. Мы их не можем менять. Вставляем сюда. И теперь
теперь у нас все поля read-only. Вот видите, read-only. Он сам добавляет к ним read-only. Так, next. Итак, давайте посмотрим рекорд. Рекорд вы часто будете встречать, на самом деле, на своем пути. Я переживаю, меня нормально видно или нет. Надеюсь, нормально, если что, монтажер вытянет, наверное. Вот. Рекорд часто будет встречать. Это для создания, собственно, своего нового типа. Type, напишу type car, рекорд. Здесь мы указываем рекорд. Указываем поля. Я укажу, допустим, name, price. Указываем только их вот в кавычках, да, обязательно. И тут мы ставим знак или, запятая, и здесь уже указан непосредственно их тип. Будет string или number. Как видите, мы теперь вот переписали сюда тип, да, type car record. И вот эти два поля, они могут быть либо string, либо number. То есть к этим всем применяются эти два. Вот нажимаем сюда, наводим на name. Name может быть string, либо number. Price наводим, price может быть string, либо number. Вот так работает рекорд. Его часто используют в продакшене, на самом деле, ну, немножко в более продвинутых случаях, на самом деле, но, тем не менее, вот на таком базовом примере, думаю, вам будет понятно, что он делает. Есть, ребята, обратное свойство от optional car. Давайте его сразу продублируем. Значит, называется оно я напишу I required car и поменяем здесь вверху поля. Сделаем их, наоборот, все необязательными. Он делает все поля обязательными, собственно. Вот, логичное применение. Называется он required. Редко, на самом деле, используется, но, тем не менее, может кому-то пригодиться. Вот, нажимаем сюда, и видите, теперь все поля у нас являются обязательными. Хотя изначально они у нас не обязательные. Вот такой небольшой нюансик. Теперь я пишу какую-нибудь функцию getName. Функция, которая будет возвращать просто строку. А теперь мы хотим узнать, что она в итоге возвращает нам эта функция. Да, сейчас в таком банальном примере мы знаем, что она возвращает, да, но типа, допустим, у нас большое приложение, где-то там далеко это все делается, и мы не знаем, какой тип она возвращает. Это очень актуально, допустим, мы с вами делали в редаксе, когда мы не знаем, какой state нам возвращается. Поэтому мы берем теперь return type, напишу так, да, и он будет равен return type, и указываем здесь type getName. Пожалуйста, да. Теперь наводим сюда, и мы видим, что возвращает стрингу. Вот такой пример. Это называется return type. Давайте немножко распределю по секциям, ребят, наверное, чтобы вам было как-то более-менее все понятно. Вот, я немножко по темам распределил. Ну и переходим, ребят, к специфике. Есть extract. Extract. Вот. Давайте его разберем. Значит, делаем type number, я не знаю. Number car, я не знаю, какой здесь. Any я напишу. Делаем extract. Делаем, значит, допустим, Max. Или, допустим, Андрей. Всем Андреям привет. А дальше у нас будет опять, допустим, Андрей и Миша, к примеру. И вот такая запись, да, экстракт Макс, Андрей, Андрей, Миша вернет нам просто то, что у нас дублируется. А дублируется у нас именно Андрей. Вот, все, Андрей возвращается. Ну, короче, возвращает только одинаковое, да, совпадение. На самом деле, ни разу не видел на продакшне, чисто вот, ребят, готовился к этому ролику, чтобы вам преподнести именно такие, ну, наверное, самовыжимку, да, чтобы вы просто понимали на будущее. Но это вот прям я ни разу не использовал, честно говоря, в продакшене. Дальше, exclude делает практически то же самое, но немножко в другом формате exclude. Он исключает, как можно навести, видите, max. Он исключает по первому параметру. То есть здесь max, соответственно, он все остальное исключает, оставляет только max. И следующий, type not null я напишу. Он удаляет все null и undefined из типа. Значит, not nullable. Допустим, у нас будет строка, будет number, будет null, ну и undefined. Наводим сюда и видим, что возвращает только стрингу и number, все остальное удаляет. Но nullable позволяет нам удалить все null и undefined. Так, ребят, сейчас переходим тоже к самому интересному, наверное. У меня каждая тема такая для продвинутых, она супер интересная. Так, это мы сохраняем как utility types. Так, ребят, следующее. А следующее у нас именно идет работа с декораторами. Ребят, вау, наконец-то декораторы пришли. Многие из вас, я думаю, ждали этого момента, потому что middle разработчики, наверное, уже хотели это увидеть и узнать, что такое декораторы. Смотрите, ребят, делаем класс. Опять класс будет car. И давайте plain. Да, plain. Какой-нибудь рейс, допустим, это будет у нас, да, являться рейс. Значит, конструктор, он себе принимает, собственно, не знаю, ID-шник рейса, условно. ID number. Значит, что делать декоратор, ребят? Декоратор выглядит примерно следующим образом. Давайте его сейчас напишем. Декоратор — это обычная функция по факту, которая накладывает как бы сверхфункционал на ваш там класс, метод, даже, по-моему, накладывает на свойства, ну, редко используют, да, или даже на аргументы можно наложить. Накладывает какой-то функционал сверху. В данном случае я хочу сделать логирование. Значит, я хочу сделать log класс, да, вот. Здесь у нас получается target, то есть это конструктор, function конструктор. Здесь у нас конструктор function. И возвращаем мы, берем конструктор и у него берем name. Обычно декоратор пишется с большой буквы, я напишу с большой буквы log класс. И теперь вызываем log класс здесь. Вот мы его вызвали. Да, ребят, только он ругается, потому что я зачем-то сделал return, я хотел сделать console log. Мы логирование делаем. Console log. Да, ребят, не забываем, перед использованием декоратора обязательно нужно положить настроечку. Да, вот сюда. Настроечка называется Experimental Decorators, иначе работать не будет. Вот прописали и сохраняем. Итак, ребят, я к вам возвращаюсь, да. Собственно, у меня не работало просто вот этот декоратор. Я такой думаю, блин, я же все правильно писал. Вот декоратор, сейчас я объясню, как это работает, да, все. Но в целом я не понимаю, почему не работает. Короче, смысл в чем? У меня была TypeScript версия 5, ее ставит сам VS Code. Вот,
version, да, у меня стояла 5-я версия. Соответственно, я погуглил, посмотрел, оказывается, это проблема именно 5-й версии. То есть там декоратор почему-то не заводится. То есть он ругается, он вообще не понимает, что это является декоратором. Поэтому я установил package.json, ну, просто сделал команду yarn add-d-d, ну, либо можете npm install сделать, и TypeScript поставил версию 4.9.4. Далее, что я сделал, я выбрал Command-Shift-P, Select TypeScript Version и выбрал именно 4.9.4 Workspace Version. В принципе, все. Да, и также в TS-конфиге забыл прописать Experimental Decorators. Если мы это не пропишем, у нас не будет работать декоратор непосредственно. Вот, и тем самым, ребят, написав декоратор, мы добавляем функционал дополнительный к этому классу. То есть он будет выводить в console log конструктор name. То же самое касаемо метода function log метод. Тут уже некоторые другие параметры. Здесь target мы принимаем, будет являться объектом. Дальше ключ, стрингой и description. Description будет являться property description. Description. Да, не description, descriptor, ребята, descriptor. Я, ошибся. Descriptor, вот property descriptor. И в консольку увидим просто ключ. Повесить на какой-нибудь метод, допустим, метод get ID. Допустим, возвращает просто ID. Да, только мы сначала его должны обозначить здесь. This ID number. Private переменная. This ID равно ID. И тут возвращаем просто this ID. Окей, здесь мы указываем декоратор. Делаем log метод. Ну и также декораторы можем вешать и на геттеры, и также, как я вам говорил, можно вешать сюда, куда угодно можно вешать декораторы, тем самым они дают дополнительный функционал, который вы можете писать внутри здесь. Это прям максимально простой пример, опять же, у нас полный курс, да, я не могу здесь делать практику, потому что это именно теоретическое видео, да, но касаемо практики декораторов, посмотрите, у нас на сайте интенсивы для продвинутых, там мы работали с Nest.js, там декоратор используется везде практически, вот, и либо на канале у нас тоже были какие-то ролики, типа Rutube 2.0, что-нибудь такое, там тоже были декораторы. Ну и вот недавно был ролик Amazon 2.0, тоже можете посмотреть. Это касаемо практики. Теперь, ребят, разберем расширенные типы. Давайте разберем conditional type сначала. Делаем type is number. Type is number. А значит, мы получаем generic сюда. Кстати, я, по-моему, до этого ошибся, ребята, сказал о том, что type не принимает generic. Это, видимо, я тогда о чем-то другом хотел сказать, и я сейчас что-то вспомнил, что, наверное, я ошибся все-таки. Вот. Значит, extends позволяет нам расширяться, да, указывать, что там по умолчанию и так далее, и в данном случае позволяет нам сделать проверку. То есть, что у нас будет generic? Если generic у нас равен строке, точнее, number, да, то мы делаем yes. Если нет, то делаем no. Вот такая простая проверка, только внутри TypeScript. Давайте используем type, я не знаю, type первый, да, первая проверка. Type is number и указываем здесь, допустим, number. И вторая проверка указывает здесь string 2. Наводим сюда, получается yes, а здесь получается no. Все, такая простая проверка. То есть еще раз, получаем generic. Дальше generic extends out number. То есть если generic равен, то есть входящий, да, generic равен числу, то это yes, иначе no. Вот, пожалуйста, число прокинули, значит да, наводим сюда yes. Если прокинули строку, то no. Итак, ребят, следующее тоже очень интересно на самом деле, и многие из вас это точно не знали, я уверен. Если не знали, ребят, прожмите лайк, не забывайте. Смотрите, показываем. Собственно, это темплейт литералы. Вы знаете, что такое литералы, да? Это когда обратную, я не смогу, да, ее здесь сделать. Я до сих пор не на своей клавиатуре, вот у меня клавиатура 65%, по-моему, я до сих пор не выучил, как у меня делается обратная кавычка. Они у меня все время автоматически делаются. Вот, нашел. Function и escape у меня. Так, значит, смотрите, что мы с вами сделаем. Сделаем два тайпа сначала. Type brand. У нас здесь будет бренд определенный, это будет BMW, ну, оно просто сокращенно пишется, это будет, давайте, McLaren, и это будет условно там Mercedes. Это type бренд. Также будет type price. Давайте тоже сделаем строчный формат, значит, $100 тысяч, значит, $400 тысяч и, допустим, там, $50 тысяч. Это абсолютно не важно. И теперь сделаем общий type, где мы можем не просто их объединить, да, а сделать определенный шаблон. Значит, type car, я так напишу. Указываем те самые литералы. И, как в обычном JavaScript, прописываем, что у нас сначала будет type brand, а потом у нас будет через пробел type price. И как это работает? Смотрите, мы делаем const car1, прописываем тип type car, и вот сюда нажимаем. И видите, какие варианты у нас генерировались. Мы можем сюда указать, допустим, BMW там $100 тысяч, BMW $400 тысяч, BMW $50 тысяч, McLaren $100 тысяч, McLaren $400 тысяч, McLaren 50 тысяч и так далее. То есть, смотрите, мы здесь пишем. Ну, вот BMW, вот такой тип получился. То есть мы скрестили, по факту, строку сделали, да, где у нас тут является type brand, один из этих, а тут является цена. То есть мы не можем с вами написать ничего другого, там, к примеру, мы не можем здесь написать просто сначала цену, а потом BMW, да, к примеру, либо другую цену. Такой возможности нету, будет ругаться. Вот такая интересная штука, ребят. Мне кажется, многие из вас об этом точно не знали в подходе, поэтому, ребят, будьте внимательны. Итак, ребят, теперь переходим к интеграции, да, мы разберем немножечко React и TypeScript, как работают они вместе и так далее. Касаемо TypeScript, я думаю, все понятно здесь предельно.
разбирать здесь пока что больше нечего. Итак, ребят, вот наше приложение, которое мы с вами делали, по-моему, в видео полный курс по React. Да, как раз вот сохранился он у меня здесь. Ну, кроме хуков, хуки я добавил уже потом. Это небольшой спойлер к шортс, который скоро выйдет на канале. Вот, не суть. У нас здесь TypeScript. Нет, это версия без TypeScript. Да, давайте открою другую. Да, вот версия с TypeScript именно. Вот, все файлы TypeScript. Итак, разберем типизацию. Значит, смотрите, ребят, полную типизацию всего, как это делается, можете посмотреть на канале. Полный курс по React был и полный курс по Next.js. Там типизация Next, там типизация React. И также был полный курс по Redux. Вот, поэтому у нас это уже было на канале. Это можете перейти, отдельно ролики посмотреть. Сейчас я так поверхностно просто покажу, потому что это тема этого ролика, это не React. Это тема чисто TypeScript. И я вам показываю чисто для того, чтобы, ну, многие просто спрашивали, скажем так. Вот. Не отключайтесь, ребят, в конце вас ждет ответ на сейчас заданный вопрос по TypeScript, который вы мне писали. Итак, перейдем к созданию компонента. Вообще, на самом деле, React без TypeScript это не React, да, в текущие времена. Но я его вообще никак не вижу, потому что, ну, очень важно, на самом деле, иметь типизацию. В начале этого ролика уже рассказывал, почему. И я не вижу вообще никак React по-другому. Вот. Поэтому, ну, допустим, Vue, возможно, можно делать без TypeScript. React вообще никак. Давайте посмотрим, как делать компоненты. Переходим в любой компонент и давайте пойдем в компонент, который находится где-нибудь поглубже. Вот, допустим, car item. Вот, car item, да, и у нас есть также price. Значит, смотрим. Во-первых, все, что мы должны с вами типизировать, это входящий параметр. Вот они, входящие параметры. Да, изначально у нас будет входящий параметр просто являться car. Да, нужно будет как-то типизировать. Есть два варианта компонентов. Есть компонент function через функцию, да, а есть вот такие вот стрелочные. Их можно оба типизировать. Давайте сначала функцию. Я создаю обычный интерфейс, говорил в начале ролика, да, я так люблю делать. И здесь, собственно, написано, что car является у нас iCar. Дальше через двоеточие вот здесь прописываем iCar. Вот так мы типизировали входные данные. Вот car, пожалуйста. Точнее, iCar item, да, немножко ошибся. Выходные параметры мы не типизируем. Кроме, если вы используете функцию, то, конечно, лучше типизировать, потому что, к сожалению, она, ну, тупо работает, да, и те, кто использует именно такой подход, я не рекомендую, опять же, да. Рекомендую более, ну, лучше вот этот подход, потому что здесь типизация идет от React от самого, да, и есть понимание, что будет здесь возвращаться. Да, вот, это важно понимать. То есть можно написать, допустим, возвращать JSX элемент. Вот так. Вот тот самый JSX элемент. Но по факту он возвращает не только JSX элемент, но может возвращать также и null. Вот так уже будет полная типизация. Но опять же, вот это все писать, это полный бред. Лучше написать сразу стрелочную функцию. Она вам дает functional component, через двоеточие сами прописываете, и в него прокинуть также интерфейс, который пишем здесь. Интерфейс, iPrice, прокинули. Вот, здесь пишем iPrice. Вот. И так типизация гораздо лучше смотрится, нежели вот так. Да, то есть лишние типы какие-то экспортировать и так далее. Дальше, давайте перейдем, допустим, к какому-нибудь. Вот, button есть, да, у нас замечательный. И вынесем setCount в отдельную функцию. Для, опять же, ее описания. Допустим, будет handle click. Вот наша функция, да, handle click. Мы все прокидываем, вот все как бы работает. Да, но что если мы, допустим, хотим отключить ее какое-то по умолчанию действие? И тогда нужно принять сюда event. Если принимаем сюда event, то мы не знаем, что это за тип такого event, да. Я как профессионал его уже знаю заранее, потому что я много с ним работал, да, и логично, что, ну, они мне запоминаются эти типы. Новичкам, да, как учиться? Смотрите, наводите на onClick, и у вас сразу же подсказывается, что onClick является React Mouse Event Handler HTML Button Element. Копируйте просто, и это и будет являться вашим эвентом. Немного не так, хендлеры нам не нужно, ребята, нам нужно именно mouse event. Я немножко ошибся, не handler, а mouse event. И тут указываем HTML, button element. Вот так. Теперь мы нажмем event, и у нас есть у него prevent default, который можем выключить. Вот так типизируются именно всякие ивенты. Он клики, он change и так далее, так он типизируется. Касаемо типизации хуков useState. Да, многие спрашивают, Макс, а если вот не нужно типизировать, да, в текущем случае, нужно ли писать по умолчанию типизацию здесь? Вот таким образом. Надо ли ее писать здесь? Я вам скажу, что нет, не надо, да, если у вас здесь задается дефолтное значение, и оно статичное, оно никак не меняется абсолютно, оно ниоткуда не берется, а просто здесь оно уже есть, то тогда он сам его подтягивает, и он всегда будет number. Видите, count number. Но если же значение подкидывается извне, откуда-то, да, динамичное, допустим, то нам нужно четко указать, что это будет являться number, иначе будут ошибки. Либо, если вам нужно указать, что это будет number или null, да, то есть два варианта, тогда тоже, да, нужно иметь в виду, тогда можно здесь писать null и так далее. Вот эти два варианта, когда используется именно generic в качестве useState. Итак, ребят, именно полную типизацию можете посмотреть на нашем канале, как я уже говорил. То есть вот полный курс по React 35 тысяч просмотров, полный курс по Next 19 тысяч просмотров и полный курс по Redux Toolkit. Везде в них есть в конце типизация. Вот, поэтому там более развернуто это все можете посмотреть. Ну, либо на сайте в интенсивах тоже можете глянуть. Там это везде есть типизация. И теперь давайте отвечу на самые популярные вопросы. Во-первых, спрашивают, насколько сильно нужно типизировать. Ребят, типизировать нужно сильно, реально сильно. Лучше пусть будет у вас больше типизации, более строгий код, нежели у вас будет меньше типизации, да. Бывают такие моменты, когда, ну, как бы редактор вам ничего не говорит. Он такой, типа, ну окей, вот у тебя тип, все и так понятно. Но в том же самом Nest.js, допустим, нужно делать всегда
описание выходящих данных. Я его сам редко делаю, то есть в каких-то пэт-проектах, потому что это трата времени, но в больших продакшн-проектах я его делаю всегда, потому что лучше, опять же, повторюсь, чтобы была строгая типизация. Поэтому каждый раз, когда у вас функция что-то возвращает, что-то получает и так далее, везде описываем выходные или входные данные. Это очень и очень важно. А то же самое и классы можно описывать, то же самое и там пропсы какие-то в компонентах. Все это мы дело обязательно описываем. Лучше пусть у вас будет четкая типизация, в том же Next, да, тоже важно типизировать даже getStatic props. То есть пусть у вас будет лучше сложная типизация, строгая, да, чем вообще ее не будет. Это важно. Дальше, по поводу использования any. Да, нужно ли использовать any либо нет. Any это когда, помните, мы разбирали в начале типа. Если мы указываем any, это означает, что можем использовать любой тип. Так вот, это использовать не нужно, да, потому что чем больше вы используете any, тем ваш код становится слабее. Это важно понимать. Как это работает? То есть, условно, вы указали здесь any, там забыли и так далее. Потом оп, и понимаете, что у вас просто ничего, нет никакой ошибки в режиме разработки, да. При этом в браузере у вас куча ошибок, да. Почему так происходит? Потому что вы не типизировали ваш код. Поэтому от any мы полностью отказываемся, особенно новички. Если не знаете, как типизировать, гуглите в интернете, и либо смотрите подсказки прямо в коде, как я только что вам показал при handle-клике. Все это мы с вами также наблюдаем. Еще раз повторюсь, важно типизировать, ребят. Нельзя писать any вообще ни в коем случае. Ну, крайне редко, я не знаю, может быть случай 1 на миллион, когда там библиотека вам не позволяет, и то вы даже библиотеку можете типизировать, да. Ну, я бывает сам крайне редко, когда библиотека какая-то супер маленькую сущность делает, какую-то, не знаю, там рейтинг или что-нибудь такое. Вы указали там any и все, и отстали от нее. Такое бывает случай, но это прям 1 на миллион. Очень редко. Итак, давайте подведем итоги. Мы сегодня с вами разобрали огромное количество крутых фишек. Это опять же не все. Есть еще интересные штуки, TypeScript продвинутые. Где-то 2-3 темы я оставил за кадром, потому что я подумал, что это будет прям сильно перенасыщено, это будет прям уже, ну, это уже сверх будет, новички просто у них взорвутся мозги и так далее. Все-таки основной посыл этого ролика это новички, джуниоры и даже middle уровень, да, потому что в текущей реалии middle разработчики, они в кавычках middle, на самом деле не middle. Вот, то есть, ребят, важно понять, когда я себя называю middle разработчиком, это значит, что я являюсь реально middle разработчиком. Я к себе ставлю очень завышенные ожидания, поэтому для меня middle это вот такой прям супер уверенный разработчик, ну вот типа меня условно. В наших реалиях middle могут стать любые люди, которые просто умеют разговаривать на собеседовании, да, там идут джуниорами, спокойно устраиваются на мидла и так далее. Но знания в голове минимум. Поэтому, когда мне пишут мидлы о том, что типа, Макс, где контент для middle разработчиков, ребят, интенсив по JavaScript, который выйдет на канале, ой, не на канале, на сайте, да, по нашей общей подписке, он, я уверен, что откроет глаза многим middle разработчикам. Там настолько будет крутой материал, что все просто офигеют. Потому что реально в наше время middle разработчиком может стать любой. Вот. Потому что многие меня называют меня, допустим, сеньор разработчиком, но я не могу себя назвать сеньором. Мне еще есть куда расти, я в плане теории хромаю, я это четко понимаю. Я это никогда не скрываю, я с вами абсолютно честен, как бы, и мне это не мешает делать грандиозный проект, потому что теория это, ну, лишь малая часть всей нашей работы, основная часть это практика. Какие рекомендации по дальнейшему изучению, собственно, нашего замечательного TypeScript, ребят? Все очень просто, как я в свое время его учил. Просто брал, типизировал проект. Вот у меня были запас проектов, я беру их и начинаю типизировать. Был проект с редаксом, тогда еще был старый Redux, потом был там проект какой-то еще без редакса, с контекстом и так далее. Беру и вот эти все проекты сам типизирую. Просто сажусь и сам типизирую. Да, сложно, да, не понимаешь и так далее. Причем сейчас Redux Toolkit типизировать гораздо проще, чем тот самый Redux старый. В разы проще. Заходите, начинаете типизировать. Это типизировали, это, и вот полностью весь проект типизируйте. И вот эта практика у вас будет наслаиваться постепенно. Каждым проектом у вас будет все расти, и вы будете все лучше и лучше. Касаемо еще, где получить практику, это на наших сайтах, да, покупайте общую подписку, стоит там 1990 рублей на 1 месяц, либо есть другие тарифы более выгодные. Покупайте, и у вас доступ 6 интенсивов. Для начинающих, там без TypeScript, и для продвинутых, и мобильной разработки. Вот эти 3 интенсива для продвинутых и мобильной разработки, они все написаны на TypeScript. Заходите туда и начинайте с первого урока постепенно, планомерно проходить все это дело. Рекомендую начинать с бэкэнда, да, хоть вы его не будете изучать и так далее, но бэкэнд очень важен, потому что в бэкэнде очень хорошо можно практиковать именно TypeScript. Пишите бэкэнд, пишите фронт, пишите там мобильную разработку и так далее, и уже постепенно научитесь типизировать свои проекты. Я уверен, что после прохождения интенсива вы 100% можете типизировать любой проект. Ну, то есть мы разобрали там все use case, которые только можно, особенно в мобильной разработке, там мы научились делать дженерики компоненты, то есть типа переиспользованные компоненты. Это очень круто. Так что, ребят, покупайте подписку по ссылке в описании, буду рад вас видеть в наших рядах. Цена невероятно выгодная, скоро выйдет новый продукт и цена, скорее всего, поднимется, поэтому будьте внимательны, ссылка в описании. И не забываем, ребят, в Телеграме проходит розыгрыш. Разыгрываем 10 премиум подписок в честь того, что я проиграл в челлендже. Телега в описании, заходите, выполняйте условия, одно условие, там, подписывайтесь и так далее. И напомню, набираем 2000 лайков, собственно, выходит следующий полный курс. Пока не наберем 2000 лайков, разговоров просто не будет больше, да, потому что я устал, я затрачу очень много сил, фидбэка мало, и, соответственно, хотите видеть годноту, давайте больше лайков, и больше подписок, больше колокольчиков, больше комментариев. На этом все, ребят, с вами был Макс, спасибо всем, кто смотрел. Пишите в комментах, ребят, понравился вам ролик или нет, задавайте вопросы по TypeScript, если они будут у вас, и так далее, ребят. С вами был Макс, всем пока.